Представьте себе дом. Чтобы он был крепким и надежным, ему нужен прочный фундамент и несущие колонны. В исламе таким фундаментом веры являются 5 столпов. Это не просто ритуалы, а целостная система жизни, которая формирует духовность, связь с Богом и отношения с обществом. Давайте простыми словами разберем каждый из них и посмотрим, как они живут и какие вызовы бросают нам в 21 веке в разных уголках мира. Первым столпом является шахада — свидетельство веры. Кто я и во что верю? Шахада — это самый первый и главный столб. Это не просто фраза, а искреннее свидетельство, которое произносится на арабском. «Ашхаду ан ля иляхаилляллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулюллах», что означает: «Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха». Говоря простыми словами, это входной билет в ислам. Произнеся эти слова с верой в сердце, человек становится мусульманином. Это значит: я признаю, что есть только один Бог, и я принимаю руководство, которое Он послал через пророка Мухаммада. Как же она практикуется в разных странах? К примеру, в Индонезии шахаду шепчут новорожденному на ушко, чтобы первым словом, которое он услышит, было свидетельство веры. В арабских странах ее можно услышать в призыве на молитву — азан, который раздается 5 раз в день с минаретов мечетей. Повсеместно ее произносят в моменты радости, при рождении ребенка, и в моменты скорби, провожая человека в последний путь. Сегодня шахада сталкивается с рядом вызовов. В эпоху, когда ярлыки и идентичность стали размытыми, главный вызов в том, чтобы шахада не стала просто формальностью, галочкой в анкете. Важно постоянно осознавать, что значит «нет Бога, кроме Аллаха» в повседневной жизни, чьи законы и чьи советы я ставлю выше, мнение толпы в соцсетях или свои страсти. Для мусульман, живущих в меньшинстве в Европе, Америке и России, произнести шахаду — это смелый акт самоидентификации. Это значит открыто заявить о своей вере в обществе, которое может ничего о ней не знать или иметь о ней стереотипы. Второй столб в исламе — это намаз, салят, ежедневная молитва как встреча с Создателем. Это обязательная пятикратная молитва, которую совершают в строго определенное время: на рассвете — фаджр, в полдень — зухр, после полудня — аср, на закате — магриб и ночью — иша. Представьте, что у вас 5 ежедневных встреч с самым важным руководителем. Вы откладываете все дела, отключаете телефон, стоите, кланяетесь и касаетесь лбом земли в знак полного смирения. Это духовная перезагрузка, которая напоминает вам о главном и дисциплинирует весь ваш день. Как же практикуется намаз в разных странах? К примеру, в Саудовской Аравии жизнь буквально замирает во время молитвы. Закрываются магазины, и мужчины потоком идут в мечеть. Голос муэдзина слышен повсюду. В Турции можно увидеть, как бизнесмен в деловом костюме расстилает портативный молитвенный коврик в чистом углу офиса или даже в аэропорту. В Татарстане, Дагестане и Чечне молитву часто совершают коллективно. Это часть общинной жизни. В больших городах мусульмане ищут молитвенные комнаты в бизнес-центрах или университетах. В западных странах самой большой проблемой является время и место. Офисный работник в Нью-Йорке или Берлине ищет пустое переговорное помещение, чтобы совершить полуденную молитву, а затем быстро вернуться к работе. Самым очевидным вызовом является нехватка времени. Как найти 10-15 минут 5 раз в день в условиях дедлайнов, бесконечных уведомлений в смартфоне и суеты? Мусульмане адаптируются, используют мобильные приложения с расписанием намаза и киблой, направлением на Мекку, носят складные коврики, договариваются с работодателями о предоставлении места для молитвы. Сложнее всего в эпоху клипового мышления — это отогнать посторонние мысли во время молитвы и действительно присутствовать на встрече с Богом, а не механично повторять слова. Третьим столпом является закят — социальный налог как финансовая ответственность. Это не добровольная милостыня,
а обязательный ежегодный налог от сбережений, которые превышают определенный минимум, нисаб. Эти средства распределяются среди нуждающихся мусульман. По сути, это к очищению богатства. Ислам признает право на частную собственность, но напоминает о том, что настоящее богатство принадлежит Богу, а мы лишь его управляющие. Закят – это механизм социальной справедливости, который не дает обществу расслоиться на сверхбогатых и нищих. В разных странах это практикуется по-своему. К примеру, в Саудовской Аравии и Пакистане существуют государственные структуры, которые собирают и распределяют закят. В Пакистане он даже вычитается из банковских счетов автоматически, если счет мусульманина. В Индонезии и Малайзии огромную роль играют благотворительные организации и местные мечети, которые собирают средства и помогают конкретным людям в общине, оплачивают учебу сиротам, лечение больным. В западных странах мусульмане чаще всего самостоятельно переводят деньги через проверенные исламские благотворительные фонды, которые помогают жертвам войн, беженцам, голодающим в Африке или же нуждающимся прямо в их городе. Хотя и здесь есть свои современные вызовы, к примеру, как рассчитывать закят с криптовалюты, акций, криптокошельков или дорогих криптографических токенов. Ученые-богословы постоянно работают над этим, но единого мнения пока нет. Доверие как главный вопрос, куда отправить деньги, чтобы они точно дошли до нуждающихся, а не были разворованы или использованы не по назначению. Это стимулирует развитие прозрачных исламских финтех-компаний и благотворительных платформ. Многие воспринимают закят как формальность и не понимают сути – отделку от долга. Вызов заключается в том, чтобы вернуть понимание, что это не просто налог, а акт поклонения, который укрепляет братство и очищает душу от жадности. 4 столб – это саум, пост в Рамадан, месяц силы воли, обновление души и тела. Это обязательный пост в течение светового дня на протяжении всего месяца Рамадан. С рассвета до заката мусульмане воздерживаются от еды, питья, интимной близости и дурных мыслей и поступков. Это не диета, а школа самоконтроля. Когда ты сознательно отказываешься от дозволенного, еды и воды, тебе становится проще отказаться от запретного, сплетен, гнева, обмана. Это время, когда дух командует телом. В Египте и Арабских Эмиратах, к примеру, он практикуется следующим образом. Вечернее разговение, ифтар – это грандиозное семейное и общественное событие. Улицы заполняются людьми, устраиваются благотворительные ужины для всех. В Дагестане в Рамадан жизнь ночью кипит даже больше, чем днем. Общинные ифтары в мечетях собирают тысячи человек. В Японии и Южной Корее мусульмане-одиночки, живущие далеко от общины, постятся в одиночку, а ифтар устраивают по видеосвязи с семьей из другой страны. Современные вызовы также не обошли стороной. В первую очередь, это экстремальные географические условия. Как поститься на Крайнем Севере, где полярный день, или наоборот в условиях тяжелого физического труда. Социальное давление. В немусульманском коллективе сложно объяснить, почему ты не идешь на обед с коллегами или отказываешься от корпоративного ужина. Это проверка на стойкость. Дух Рамадана против желудочного подхода. К сожалению, в некоторых местах Рамадан превращается в месяц кулинарных излишеств ночью. Главный вызов – это сместить фокус с еды на духовное самосовершенствование, чтение Корана и благотворительность. 5 столпом в исламе является хадж – паломничество в Мекку на Всемирный съезд единства. Если говорить простыми словами, это обязательное, хотя бы раз в жизни, паломничество к святыням Мекки в Саудовской Аравии для тех мусульман, кто физически и финансово способен его совершить. Это самое масштабное и зрелищное собрание людей на Земле. Миллионы мужчин и женщин со всех континентов, всех рас и социальных статусов надевают простую белую одежду и храм и становятся абсолютно равными перед Богом. Король и бедняк стоят рядом. Это зримое воплощение исламского братства. Ритуалы хаджа едины для всех.
Обход вокруг Каабы, Таваф, хождение между холмами Сафа и Марва-Сай, стояние у горы Арафат — это главный ритуал, символическое побивание камнями шайтана. Желающих совершить хадж насчитывает десятки миллионов, но Саудовская Аравия устанавливает квоты для каждой страны из-за ограниченной вместимости. Получить возможность считается большой удачей. Иногда люди ждут своей очереди годами. Трудности паломничества также связаны с большими финансовыми тратами. Есть риск, что оно станет туром люкс для богатых и будет недоступно для людей со средним достатком. Политика и пандемии показали, насколько хрупкой может быть эта традиция. Хадж был резко ограничен для большинства паломников мира. Политические конфликты также могут затруднять передвижение, но главным вызовом для паломника заключается в том, чтобы не превратить духовное путешествие в простой чек-лист выполненных ритуалов и красивых фото для Инстаграма. Важно пронести через всю жизнь смирение и обновленную веру, полученные во время хаджа. 5 столпов ислама — это не застывшие в прошлом обряды, это живая, дышащая система, которая, как прочный каркас, помогает верующему выстоять в бурю современного мира. Они дают идентичность шахада, дисциплину и связь, намаз, социальную совесть, закят, силу воли, пост и глобальное братство, хадж. Современные вызовы не разрушают эти столпы, а заставляют мусульман глубже понимать их суть, творчески подходить к их выполнению и доказывать, что истинная вера гармонично существует в любую эпоху, хоть в VII веке, хоть в век цифровых технологий.